Меня часто просят снять видео обзора всего моего хозяйства. Ну, покажу вам все, что у меня сейчас на данный момент находится на птичьем дворе. Курятник у меня расположен в самом центре двора. Обычно люди хозяйский двор где-то за домом строят, а у меня все наоборот. У меня в центре двора находится курятник. Самый основной курятник, который состоит из 3 отделов. В первом отделе у меня содержатся куры-несушки. Вот, можете их всех увидеть. У них сейчас отдых. Они ходят, гуляют, занимаются своими делами, кушают шелковицу. Кстати, вот белая сахарная шелковица. Очень вкусная белая сахарная шелковица, которая не пачкает руки. И вот шелковица сыпется, и они прекрасно кушают ее на десерт. И яйца потом сладкие, вкусные. Кто-то сидит в песочнике, у них есть вот такой специальный песочник. Туда я насыпаю золу, она перемешивается вместе с песком, и куры там купаются, когда захотят. В центре курятника у меня вот такой маленький курятничек. Вот с такого курятничка началась вся моя птицеводческая деятельность. Вот этот курятник был у меня в самом-самом начале. 10 курочек, 1 петушок. И среди курочек, между прочим, были половина декоративные, бентамки. А в основном это были адлер серебристый и пару еще обычных курочек. Так как куры содержатся у меня на даче сами, они живут здесь сами, я приезжаю раз в несколько дней, у них есть вот такая бункерная кормушка, которая кормит их на протяжении всего времени, пока меня здесь нет. В первом отсеке у меня содержатся куры-несушки разновозрастные. Здесь курочки есть и помоложе, и постарше. Вот такая у меня методика содержания кур. Потому что я люблю, чтобы молотки содержались отдельно. А теперь я вам покажу дальше, кто где у меня живет. Дальше. В центральном вольере у меня живут цыплята. Цыплят я размещаю в центральный вольер каждый год. И они у меня здесь выращиваются до курочки-молотки. И в этом же вольере они у меня несут первое яйцо. Здесь у меня цыплята 2 возрастов, 2 разных периодов вывода в инкубаторе. Тут сидят у нас цыплята. Бункерные кормушки у них тоже есть обязательно в помещении и чашечные поилки. Как оказалось, одной бочки мало воды, поэтому у них 2 бочки воды, еще 1 бочка воды. А я им принесла крапиву. Так, идите кушать крапиву. Нате. Давайте, кушайте.
третьем вольере у меня из центрального вольера отсажены петушки. Петушки, которые самые старшие. Они отсажены для того, чтобы те, что поменьше, хорошо росли, развивались, хорошо кушали. А петушки сидят у меня вот тут отдельно. Но, конечно, не все петушки, а самые крупные. Вот, например, петушки марана, они сидят, остались здесь. Так, идемте дальше, покажу вам, что здесь у меня. Тут у меня сидят индюки. Индюкам завтра исполняется 2 месяца. Вот такие они уже большие и очень, поверьте мне, тяжелые. Надо будет вас взвесить. Индюки сидят пока что здесь. Знаю, что им нужно уже выходить на улицу, и скоро это произойдет. Тут у меня сидят еще цыплята. Это цыплята тоже 2 возрастов, которые я недавно только соединила. И посмотрите, они уже все перемешались, и соединение прошло успешно. Здесь у меня сидят 10 цыплят, которые вывелись в инкубаторе. Очень красивые, из покупного яйца. Я так делаю каждый год для того, чтобы обновить кровь, оставить петушков, курочек из покупного яйца из другого хозяйства. И 10 цыплят, которые выводились под квочкой, но за 2 дня до вывода квочка погибла. И так получилось, что я в этот день приехала и спасла эти яйца, и быстренько включила инкубатор, положила туда яйца. И когда в следующий раз я приехала через 2 дня, то там меня ждал сюрприз. Все цыплята вывелись. И вот они сейчас перед вами. Цыплята, которые фактически могли погибнуть. Вот эти маленькие, которые поменьше, они уже, видите, сравниваются. У них разница 1,5, по-моему, недельки. Вот, но меня радует то, что они уже соединились, никто никого не обижает. А теперь ходят все вместе. Вот такая красота. Спасибо огромное всем, кто написал мне, как назвать вот этого красавца или красавицу. Я не ожидала такое количество имен. Я до сих пор не могу выбрать, какое же выбрать. Мне очень нравятся все. Очень нравится. Я еще в раздумьях, как его назвать. Но фантазия, конечно, у моих зрителей обалденная. Посмотрите. Он все такой же смелый. Вот такой он красавец. Ну иди, иди. Вот такой красавчик. И самое главное, ему подходят все. И все подходят тебе имена. Закрываю. Индюкам поставили золу. Они все искупались в золе. Этим индюкам 2 июля 2 месяца. Вот такой у нас бригадир. Вот такой вот.
Тебе только 2 месяца, и ты такой уже умный. Пока мы были у индюков, пошел дождь. Прячьтесь, прячьтесь быстренько. Вот это все жители 3-го вольера. Спрятались от дождя. У меня еще есть вот такой домик. Там живут тоже курочки. Все спрятались от дождика. Я тебе покажу вам, кто здесь живет. Это у меня домик, в котором живут пара курочка с петушком араукана, 2 шелковых петушка и 3 шелковые курочки. Все спрятались от дождя под домиком. Вот они все спрятались. И одна курочка здесь еще поместная. Живут они вот в таком домике. Внутри у них есть бункерная кормушка, чашечные поилки с водой, насесты и гнезда. Вот такой красавец, петух шелковый. Все, дождик закончился, выходите. Угадайте, что вам сейчас будет. А ну угадайте, кто угадает, тот получает. Опа! Класс, да? Ой, как вкусно. Давайте так. Все, кушайте. О! Самая первая еда для индюков — это крапива. Тогда они будут болеть, будут хорошо расти и куча витаминов. Ну, а теперь идемте соберем яйца и посмотрим, сколько яиц приносит мое хозяйство. Удалось мне найти веточки полыни. Я, конечно, знаю, что этот метод не сильно поможет, но вот такой, это народный метод от блох, клещей, пироедов. Лишним он не будет, пусть будет. Хотя я обрабатываю гнезда и насесты специальными средствами. И считаю, что только так можно помочь курочке. И даже не за один раз. Но вот так вот раньше наши бабушки уберегали гнезда от паразитов. И вот я тоже так решила сделать. Конечно, эти веточки нужно положить в гнезда, но так как у меня гнезда
такие, что там скат яйца, то есть эта веточка может препятствовать скатыванию яйца, и я не могу рисковать, я не могу эту веточку положить в гнездо, иначе у меня не скатится яйцо. Поэтому вот так вот пусть лежат, они курочкам не мешают, но запах полыни, возможно, немножко свой эффект какой-то дадут. Это полынь. Запах в курятнике очень приятный. И еще хотела сказать, когда я показываю сбор яиц, мне часто пишут: вот, за 3 дня в курятнике должно быть грязно, а нам показывают чистый курятник. Это неправда, мы кур держим и знаем, какое состояние курятника за 3 дня. Ну, естественно, перед тем, как вам показать яйца, сбор яиц, я убираю в курятнике. Конечно же, я все убрала. Смотрите, сегодня вычистила весь помет, постелила свежую чистую подстилку, потому что я не могу оставить курочкам такую грязь. Это все способствует развитию жизнедеятельности и паразитов, и блошек. То есть чем чаще мы будем убирать в курятнике, тем будет комфортнее находиться нашим курочкам в курятнике. И это все влияет на яйценоскость. Если курочка, я вам уже говорила, если курочка беспокоится, ее что-то кусает или беспокоит, она, естественно, яйцо нести не будет. Она прекращает яйценоскость. Поэтому все, что делается, наводится порядок, это все для яйца. И теперь я открываю гнезда и буду собирать яйца. Вот все яйца показываю вам сразу. И приступаю к сбору яиц. Слышите? Уже молоденький петушок какой-то кукарекает за стенкой. Угу. Кукарекает за стенкой петушок. Это яйца я собираю сегодня за 3 дня. Меня не было на даче 3 дня. И вот такой урожай. Все сборы яиц я показываю у себя на видео. Можете посмотреть. И показываю, чем кормлю я кур, как содержу. Показываю все, абсолютно все, что я делаю, потому что все это влияет на яйценоскость. О, сколько там еще? Так. Ага. Молодцы. Молодцы, курочки. И еще одно. И очень много песка. Куры купаются у меня в песочнике. И, естественно, очень-очень много песка приносят в гнезда. После вот такого купания, конечно, все на лапах, все
перьях и вдруг захочется срочно снести яйцо, все это несется в гнезда. И для того, чтобы в следующий раз собрать чистые и целые яйца, нужно все эти гнезда сейчас убрать и почистить. Потому что если мусор не убирать в гнездах, то яйцо будет задерживаться в гнезде на мусоре, и куры, естественно, смогут это яйцо скушать. Гнезда есть еще верхние. Проверим в верхних гнездах. Ничего нету. Есть еще вот такое гнездо металлическое. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ого! Вот это да! Смотрите. Курица Марана снесла за 3 дня 3 яйца. Видите, у нее яйценоскость. У нее яйценоскость какая-то странная. То одно за 3 дня, то 2 за 3 дня. Очень красивые яйца. И помесная курочка снесла 3 зеленых яйца. Вот, классные какие. Красивые яйца. И больше никаких нету. Нету. Закрываю. Все. Вот такая красота. Крупное яйцо маран несет. Крупное яйцо такое. Смотрите, моя рука. Вот она. Сколько нанесла яиц. Вот эта курочка Маран, которая несет вот такие красивые коричневые яйца. Вот она. Вот такая курочка Маран. А вот ее яйцо. А мы идем собирать тут яйца. Есть яйца? Признавайтесь. Признавайтесь, яйца снесли? В этом домике яйца я собираю тоже из яйцеприемника, только он находится снаружи домика. Вот тут. И опять 2 яйца. 2 яйца помесной курочки. Яиц шелковых кур нету. Вот эта курочка снесла эти 2 яйца.
А шелковые, скорее всего, несутся под домиком и съедают яйца. Потому что яйца араукана тоже нету. Она тоже несется, скорее всего, под домиком. Курочка араукана точно несется. А вот яйцо, наверное, несет под домик. А под домиком желающих скушать много. Могут съесть сами куры, и может прийти моя кошка тоже забрать это яйцо и скушать. Все, вот это все яйца за 3 дня моего хозяйства, которое я вам показала. Пока что вот столько. Но пройдет еще 1,5 месяца, и вот здесь тоже будут уже яйца. Еще каких-то 1,5 месяца, и здесь будут тоже яйца. Это теплица с перцами. А я сюда пришла за огурцами. Огурцы у меня каждый год растут в конце теплицы с перцами. Вот в этом месте. И мы всегда едим ранние огурцы, когда на улице их еще нету. А здесь уже давным-давно мы их кушаем. Огурцы любят воду. Огурцы любят хороший полив. Точно так же, как и перцы. Если перцы будете хорошо поливать, и будет хороший урожай. Перцы это водохлебы. Если перец не поливать, то можно перец и не сажать. По сортам перцев тоже расскажу вам, сниму видео. Опять наросли и очень много.
И каждый год говорю себе сажать их поменьше. Но мне нравится даже вот как они растут. Кабачки. Это красота, украшение огорода. Очень много их. Понятно, что столько не скушать. Вот. Но это украшение. Посмотрите, какая красота. Украшение всего огорода. И вот из всего этого количества домой возьму только 3. Наверное, еще один возьму. Это сладчайшие кабачки. Marigold. А вот и моя Бона. Этой собаке уже очень много лет. Уже 12. Но мы ее очень-очень любим. Это Брокен. По идее, Джек Рассел Брокен нужно подстригать, но мы ее жалеем. Поэтому она у нас вот такая лохматая.